Друзья, если у вас нет возможности читать роман Пауло Коэльо «Алхимик», смотрите это видео. Написал роман Коэльо в 1988 году. «Алхимик» стал мировым бестселлером. Дальше от первого лица. Итак, я изучал алхимию 11 лет. Зачем? Чтобы научиться превращать металл в золото или открыть эликсир бессмертия. Это было еще в начале 70-х годов 20 века в Бразилии. Я искал алхимиков, которые могли меня обучить своему мастерству. Но все они были шарлатанами, поэтому я больше читал книги, а со временем и вообще забил на алхимию. В 1981 году я встретил учителя, который вернул меня на прежнюю стезю. Он мне рассказал, что есть три типа алхимиков. Одни тяготеют к неопределенности, потому что сами не знают алхимии. Другие знают ее, но знают также и то, что язык алхимии направлен к сердцу, а не к рассудку. А третьи – это те, кто и не слышал об алхимии, но сумели всей жизнью своей открыть философский камень. Мой учитель относился ко второму типу, и он начал меня обучать. Я, наконец, понял этот трудный символический язык, из-за которого раньше терял терпение, изучая алхимию. Вот потому эта книга тоже символическая. Дело было в Испании. Юношу-пастуха звали Сантьяго. Уже было поздно, и он решил заночевать у старой заброшенной церкви. Запер овец, чтобы они ночью никуда не разбрелись. Сантьяго любил своих овец, знал каждую по имени, разговаривал с ними как с людьми. В основном говорил о девушке, дочке торговца, который жил в том городе, куда он должен был прийти через 4 дня. Сантьяго видел ее только однажды, в прошлом году. «Хочу продать шерсть», — сказал он тогда лавочнику. Торговец был занят, поэтому попросил подождать до обеда. Сантьяго сел рядом, достал книжку, начал читать. И тут он услышал женский голос. «Пастух и читаешь?» Удивил. Разговорились. Девушка оказалась дочкой лавочника, и Сантьяго влюбился. После стрижки овец лавочник сказал ему приходить через год с новыми овцами. Все это время парень старался не думать, что девушка могла выйти замуж за кого-нибудь другого. И вот теперь Сантьяго ждал новой встречи с ней. До 16 лет он учился в семинарии, потому что родители-крестьяне хотели, чтобы он стал священником. Сантьяго изучал латынь, испанский и богословие. Пришел день, и он сказал родителям, что не хочет быть священником, что хочет путешествовать. «Чтобы путешествовать, — сказал отец, — нужны деньги или стать пастухом». «Значит, буду пастухом», — ответил Сантьяго. Отец дал ему деньги. «Вот, купи себе овец и вперед, сын мой. Походи по миру, а потом возвращайся, и ты поймешь, что именно здесь лучше всего». В городе Тарифе, где Сантьяго собирался привести себя в божеский вид, жила старуха, которая умела толковать сны. Именно к ней парень хотел зайти, чтобы рассказать ей о своих странных снах. «Мне дважды снился один и тот же сон», — сказал он старухе. «Снилось, будто я пасу своих овец на лугу, и тут появляется ребенок, хочет с ними поиграть. Я не люблю, когда люди подходят к моим овцам, они чужих боятся. Только детей они к себе подпускают без боязни. Ребенок играл с ними, а потом вдруг подхватил меня на руки и перенес к египетским пирамидам. И там он мне сказал: если снова попадешь сюда, отыщешь спрятанный клад. И только захотел он указать мне, где же это сокровище лежит, как я проснулся. И так 2 раза. Старуха думала долго. «Сейчас я с тебя ничего не возьму.
но если найдешь сокровище, 10-я часть моя, поклянись, а потом я тебе растолкую сон». Сантьяго поклялся: «Тебе нужно идти к пирамидам, там ты найдешь клад и разбогатеешь». И это все? Да, только время зря потратил. Расстроенный Сантьяго ушел. На площади он сел отдохнуть, достал книгу, и тут к нему подсел старик-араб. «Что читаешь?» – спросил он. Сантьяго протянул ему книгу. «Хорошая книга, но скучная. Она о том, что человек не в силах сам выбрать свою судьбу». Разговорились. «А вы откуда?» – спросил Сантьяго. «Из Салима. Я царь Салима. Меня зовут Мелхиседек. Если дашь мне 10-ю часть своей отары, научу, как тебе добраться до сокровищ». Откуда старик знал о сокровищах? Сантьяго решил, что старуха-цыганка и старик-араб работают заодно. Тогда старик веточкой начал что-то писать на песке. Сантьяго прочел имена отца и матери и историю всей своей жизни вплоть до этой самой минуты. Прочел свои детские игры и холодные семинарские ночи. Он прочел имя дочки лавочника, которого не знал. Он прочел то, чего никогда никому не рассказывал. Как однажды взял без спросу отцовское ружье, чтобы поохотиться на оленей. Как в первый и единственный раз в жизни переспал с женщиной. «В нашем мире есть одна великая истина», – начал старик. «Кем бы ты ни был, чего бы ни хотел, но если чего-нибудь сильно хочешь, то непременно получишь. Ибо это желание родилось в душе Вселенной. У человека одна единственная обязанность – пройти до конца своей стезей. Помни, когда ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Скажи, парень, ты почему стал пастухом? Потому что люблю бродить по свету. Видишь того торговца кукурузой? В детстве он тоже мечтал путешествовать. Однако потом предпочел торговать кукурузой, копить и откладывать деньги. Вот и все, так и умрет. Он думал стать пастухом, но сделал другой выбор. Потому что так стабильнее. Всегда есть крыша над головой, и взятья торговцев берут охотнее, в отличие от пастухов. Вот и получается, что мнения людей оказались для него важнее, чем своя стезя. И ты сейчас в том состоянии, когда думаешь отказаться от своего истинного пути. Сантьяго внимательно слушал старика. «Если хочешь узнать о кладе подробней, отдай мне каждую 10-ю овцу в твоем стаде. А может, лучше 10-ю часть сокровищ? Так цыганка хотела». Нет. Если пообещаешь то, чем не обладаешь, потеряешь желание обладать. Завтра в это же самое время пригони 10-ю часть своего стада, а я расскажу тебе, как найти сокровища. Старик ушел, оставив Сантьяго наедине со своими мыслями. Он думал, ему было трудно вот так вот расстаться со всеми овцами и отправиться в Африку на поиски клада. Ведь он уже так многому научился, будучи пастухом. Сантьяго пошел к крепостной стене, откуда можно было увидеть вдалеке Африку. Он снова думал, надо выбирать между тем, к чему привык, и тем, к чему тянет. А ведь еще есть дочка лавочника. На завтра в полдень Сантьяго пригнал на площадь 6 овец. Старик его уже ждал. «Удивительное дело, — сказал Сантьяго, — мой друг купил у меня всю отару и сказал, что всю жизнь мечтал стать пастухом». «Так всегда бывает, — ответил старик. — Это называется благоприятное начало». А почему так происходит? Потому что жизнь хочет, чтобы ты следовал своей стезей. Ясно. Сокровища где мне искать? Где?
В Египте, возле пирамид. Сантьяго почувствовал себя самым последним лохом. Цыганка сказала то же самое, только ничего за это не взяла. Ты найдешь туда путь по тем знакам, которыми Господь отмечает путь каждого в этом мире. Надо только суметь прочесть то, что написано для тебя. Затем старик дал Сантьяго 2 драгоценных камня, белый и черный. Они называются Урим и Тумим. Белый означает «да», черный «нет». Когда не сумеешь разобраться в знаках, они тебе пригодятся. Спросишь — дадут ответ. Но вообще-то старайся принимать решения сам. Ты уже знаешь, что сокровища у пирамид, а 6 овец я беру за то, что помог тебе решиться. Ты должен до конца пройти свой путь. Они расстались. Сантьяго приплыл в Африку с кошельком денег, сразу пошел в харчевню, а вокруг одни арабы. «Ты кто будешь?» – спросил его незнакомец. Сантьяго обрадовался, услышав испанский язык. Подумал, что это хороший знак. Разговорились. Сантьяго рассказал, что направляется к пирамидам. О сокровищах промолчал. «Проводи меня к пирамидам, я заплачу». «Путь долгий, через пустыню Сахару. Деньги у тебя есть?» И Сантьяго показал свои деньги. «Пойдем отсюда», — сказал араб-незнакомец. Хозяин харчевни что-то говорил Сантьяго, но незнакомец поскорее увел его. Все деньги уже перекочевали к незнакомцу, потому что Сантьяго был слишком доверчивым. Когда они шли через торговую площадь, Сантьяго на мгновение упустил из виду спутника, и все, больше он его не видел. Сантьяго поначалу еще верил, что они случайно потеряли друг друга в толпе, и решил остаться на месте в надежде, что тот вернется. Через некоторое время рынок опустел, а затем начало заходить солнце. Сегодня утром он был в Испании, хозяином отары овец, а теперь самым обычным лохом. Он был в другой стране, чужаком, без денег, не зная арабского языка. Ему стало жалко самого себя. Сантьяго заплакал. «Почему Бог ко мне так несправедлив?» – думал он. В сумке лежали книга, куртка и 2 камня. Сантьяго вздохнул с облегчением. Камни можно было продать и вернуться в Испанию. Он вспомнил, как старик ему сказал, что нужно научиться замечать знаки и следовать им. «Ладно, я еще поборюсь», – решил Сантьяго и заснул прямо на рыночной площади. Утром его разбудили. Рынок возвращался к жизни. Сантьяго проснулся счастливым и пошел по площади. Он помог продавцу сладостей установить прилавок и разложить товар. Сантьяго видел, что кондитер был веселым, радостным. Значит, он занимается своим делом, пошел по своему пути, понял Сантьяго. Это ведь очевидно. Как же я раньше такого не замечал? Кондитер протянул Сантьяго первый выпеченный пирожок. Они даже понимали друг друга, хоть и общались на разных языках. Сантьяго пошел дальше. В самом дальнем месте он увидел лавку торговца хрусталем. Дела его были плохи. Это раньше хрусталь был в почете, а сейчас в его лавку редко кто заходил. «Давайте я вам все стаканы перемою», – предложил ему Сантьяго. «В таком виде у вас их никто не купит. Мне нужна только еда». Торговец ничего не ответил. Тогда Сантьяго молча достал свою куртку и принялся ею протирать стаканы. Через полчаса они все блестели на витрине. Подошли 2 и что-то купили в лавке. «Пойдем со мной», – сказал торговец. Он отвел парня в бар. «Тебе ничего не надо было мыть. Коран велит кормить голодных. Работай у меня. Когда ты работал, пришли 2 покупателей. Это добрый знак. А я смогу заработать столько, чтобы пойти к пирамидам?» «Нет».
Они очень далеко. Ты сможешь заработать на дорогу обратно. Хорошо, я буду у вас работать. Мне нужны деньги, чтобы купить несколько овец. На этом, друзья, первая часть романа заканчивается. Если хотите знать, что было дальше, смотрите следующий видос.